Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале АЗМР, и сегодня у нас очередной мукбанг с роллами. Итак, здесь Филадельфия, Бонита, Спайси креветка, Аляска и Калифорния. Как вы видите, это доставка не из премиум. Роллов. Это из Токио Суши. Я заказала. Это... Сколько раз я сказала слово это? Мини-сет. Все, в принципе, то же самое. Единственное, что я заменила хот роллы на спайси креветки. Без изменений сет стоит 19 манат. Плюс 3 манаты доставка на дом. 22 маната. Итак, ребята, о чем я хотела с вами поговорить? Имбиря очень мало, кстати. О чем я хотела сегодня с вами поговорить? Сегодня в Инстаграме я выложила, кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. Там я как бы быстрее выкладываю то, что со мной происходит. Уже далее это выходит в YouTube. Может, что-то и не выходит. Не могу же я, допустим, каждую мелочь из своей жизни в YouTube рассказывать. Это просто, может быть, не стоит этого. А в сторис на 24 часа как раз. Поэтому подписывайтесь. В описании оставлю еще ссылку на мой новый Инстаграм. Кстати, он у меня новый, старый я уже не использую. Там было очень много неактивных участников, так скажем. Кстати, к чему я? Там я поделилась этой историей насчет прибыли с YouTube. После всем известных событий получилось так, что в России закрыли рекламу, а у меня больше 50% аудитории из России. Второе место занимает Азербайджан, дальше уже Казахстан и так далее. Если бы до этого события я бы зарабатывала за 1000 просмотров там $1, $1.50, это как бы варьируется от каких-то показателей, то сейчас за 1000 просмотров YouTube дает всего лишь 20 или 20 с чем-то центов. Это просто копейки. Это просто ничего. Как бы в месяц выходит $15-16. Это ужасно мало. Это, конечно, очень сильно расстраивает. Поэтому, ребят, не пропускайте рекламу. У кого она показывает, не знаю. Если хотите как-то поддержать, не пропускайте, потому что реально мотивация от дохода прям нулевая. Практически ты ничего не зарабатываешь. Ты даже в ноль не выходишь. То есть то, что я покупаю, это вообще... Одна моя обычная доставка, вот это вот, допустим, да, стоит $16. А он мне в месяц дает $16. Я просто очень верю, что все исправится, что все будет хорошо, поэтому буду ли я продолжать снимать? Да. Правильно говорят, что если ты начал вести YouTube только ради прибыли, ожидая огромных денег, то до конца ты вряд ли доберешься, потому что YouTube в этой части очень-очень сильно испытывает просто терпение твое.
Меня очень мотивируют подписки. Прям очень. Просмотры не такие большие, но для меня это, не знаю, мотивация, потому что они растут, и мне этого достаточно. Но по статистике больше 50 моих зрителей смотрят меня без подписки. Ребят, если вы все же меня смотрите, что вам стоит нажать кнопочку и подписаться? Лайкают больше, чем раньше. Все-таки то, что я объясняю своим подписчикам, зачем мне эти лайки нужны, и напоминаю, дают свои результаты. Когда ты ставишь лайк, видео набирает популярность, просмотры становятся выше, и, соответственно, прибыль тоже выше. То есть это поддержка просто блогеру. Хотя, например, это просто 1 секунда. Нажала лайк и все. Что я сделала, чтобы, хоть как-то выжить этот период? Чтобы окончательно прям не остыть, я добавила субтитры на видео. Если посмотрите в настройках, нажать субтитры, там несколько языков. Чтобы меня могли смотреть и из других стран. Это, конечно, будет прям очень малое количество, очень маленький процент, но хотя бы что-то. То есть хотя бы что-то делать. Я просто не могу просто сложа руки, просто сидеть и все. Всегда ищу выход. Англоязычный канал создавать для меня не вариант. Во-первых, я еще с этим каналом вожусь. В хорошем смысле этого слова. Второй канал, не хочу просто что-то там создавать, потом там обе не осилить, и там все уже пойдет вниз. Те, кто со мной сначала, вы знаете, как долго мы ждали монетизацию. Как долго мы снимали. Если у кого-то там, не знаю, за месяц, за 2 месяца, за 3 месяца включилась монетизация, все там пошло так шикарно, у нас было совсем не так, ребята. У нас это было очень долго, очень сложно. В один момент мы даже ни на что не надеялись, мы просто снимали. И сейчас, когда уже как бы вроде бы все получилось, вроде бы должен быть какой-то доход, никакого дохода нет. Но ничего, не расстраиваемся, идем дальше. Потом вам расскажу результаты того, что я добавила там субтитры и так далее. Повлияло ли это как-то? Расскажу вам тоже. Может быть, среди вас есть
ютуберы или те, кто хотят быть ютубером. Очень мотивирует ваши комментарии. Когда вы выражаете свои мысли или что-то пишете, я просто читаю, и улыбка до ушей. Я хотела, и когда я вижу эти комментарии, мне хочется вот что-то делать, что-то придумать, да, чтобы там еще больше задействовать, чтобы мы еще больше общались, там еще больше как-то взаимодействовали. Сижу я сегодня, думаю, что мукбанги это, конечно, хорошо и как бы не скучно, но чтобы было еще веселее, я подумала, создать какую-то рубрику или вообще, если вам понравится, может вообще перейти в такой формат. Вот все же нам говорят, нам это имея в виду тем, кто снимает, и те, кто смотрит это, что типа вот такая бесполезная вещь, сидишь, что-то с моей речью, сидишь, типа кушаешь, никакой пользы и все такое. Я говорю, как же можно сделать так, чтобы это было и полезно, и как бы весело, да? И придумала, что можно сделать такой формат, что каждый мукбанг, я стараюсь выпускать каждый день, там у меня максимум получается через день. Каждый мукбанг мы поставим себе какую-то цель. Я уже выбрала себе там несколько. Мы поставим себе цель, мы будем давать себе задания. И каждый раз будем отписываться, сделали мы это, не сделали мы это. У кого-то получилось, у кого-то не получилось, может быть, да. Но я очень верю, что у всех получится. Вырабатывать какие-то, может быть, полезные привычки. Как бы становиться лучшей версией себя, да, как говорится. Вот что-то полезное для нас делать. Я, например, в Инстаграме часто делюсь контентом, да, как делать контент интереснее и так далее, как развиваться в Инстаграм, как развиваться в Ютуб даже можно, да, как зарабатывать. По работе, может, что-то связанное со здоровьем, с образом жизни. Короче, будем улучшаться. Если вы за, я сяду, напишу крутую, интересную программу. Ну, как программу, то есть что, зачем должно идти, какие будут задания. И мне важно знать, кто будет с нами. То есть, если блогеры там что-то придумывают, пишут и так далее, потом преподносят это как-то зрителям, здесь это просто черновая идея, я просто поделилась с вами. И если я увижу от вас отклик, если я увижу, что вы хотите, то я с удовольствием просто сяду, буду работать над ним, будем каждый мукбанги проводить с пользой, с интересом, общать, болтать и что-то из этого извлекать для себя. Потому что я хочу делать, ну вот, более-менее полезный контент, честно. Поэтому жду вас в комментариях. Я верю, что каждый напишет свое мнение, будет он с нами или не будет. Вы можете писать, что вам не интересно, допустим, если вы считаете это неуместным. Я опять же готова выслушать ваше мнение. А мы с вами прощаемся до следующих мукбангов, до следующих видео. Всем удачи, всем пока!